0,2. Сейчас пенсию получим. Что сделать? Все? Он давно нас показывал. Всем привет. А где я увижу это сообщение? Я сделал. Вот это задержка. Всем привет. Что, ты меня видишь? А я не вижу сообщений ни от кого. Мне надо обратную связь получать. Сделаешь? Да. Мне напишите, пожалуйста, те, кто присоединились. Но тут, смотри, 0. Она открытая? О, появились люди. Привет, привет всем. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? То, что мы тут настраивали. Такая задержка почему-то сильная. Так и будет? Как меня слышно? Как меня видно? Нормально ли? Юр, а можно вот это вот, чтобы выше было или нет? Нет? Вот. А тогда я не буду видеть вот это, чтобы контролировать. Угу. Слышно хорошо, видно хорошо, да? Все, всем привет. Немножко сегодня почему-то у нас задержка идет такая, я прям себя слышу, вижу с запозданием. Все, хорошо, отлично. Сегодня у нас трансляция такая, она у меня довольно спонтанная, я подумала, и вот ее выбрала, эту тему, на какой скорости работать машинкой. Это очень часто задаваемый вопрос, прям чуть ли не в топе он. Я сегодня вкратце расскажу. Привет всем. Я сегодня вкратце расскажу вообще, в чем разница. Я думаю, может быть, это будет для очень опытных мастеров не так интересно, как для тех, кто собирается только обучаться. Вот. Но, тем не менее, я выбрала вот такую тему. На какой скорости работать? Вообще, в принципе, существуют аппараты, лайнеры и шейдеры, вот чтобы вы понимали. Конечно, машинки для перманентного макияжа, они не настолько имеют такие вот прям настройки, лайнер, шейдер. Сейчас вырублю звук, чтобы мне не мешало. Вот. Это в основном, конечно, касается татуировочного оборудования, вот прям лайнер, шейдер. Но я встречала очень много машинок и пробовала очень много машинок за время, что я работаю. И для себя я некоторые делю прям вот четко. Вот лайнер, вот допустим XCF, вот эта машинка, вот я ее тут положу, сейчас будет видно. Это четкий вообще лайнер. То есть лайнер – это та машинка, которая оставляет линию. То есть, в принципе, ею отлично рисовать волоски. В татуировке такими машинками, конечно, не такими, а лайнерами, рисуют контура, тонкие детали, какие-то такие вещи, которые не должны расплыться. За счет чего это действие происходит? Все понимают, что в принципе мы рисунок оставляем в коже за счет возвратно-поступательного движения иглы. И вот именно здесь это скорость, количество ударов иглы в секунду. Оно, конечно, огромное, мы там глазом это не успеем, не увидим, не зависло все. Нормально все? Нет? Глазом мы не увидим, не уследим количество ударов, если, может быть, только на замедленной очень съемке, и то там довольно все быстро. Но вот, допустим, вот эта машинка, ее я люблю для стрелок и для волосков. На растушевке ей работать крайне сложно, почти все мастера просто портят, если работают ею без адаптера. Без, правильно же это, да, адаптер? Боже мой, как я его называю? Без аппарата, который регулирует подачу условно мощности в машинку. То есть количество ударов можно уменьшить за счет него. То есть на этой машинке есть, конечно, тоже вот это колечко, которое как бы регулирует, но она настолько
сильна и быстра. Слушай, вставь, пожалуйста, за твоей спиной розетка. Да, это тоже в розетку, Юр. В розетку вставь. Вот это. Она настолько сильна и быстра, что она просто оставляет линии. Сейчас покажу. И еще расскажу вот про одну машинку. Сейчас я ее вот возьму. Извините. Про машинку, ну вот такую. Она простая тоже очень. Она работает от аккумулятора и от также блока питания. Нет, туда. Там что, занято? Ну ладно, не надо. Я сейчас подключу тогда. Сорян. В блок питания. Кстати, вот блок питания, я его адаптером назвала. Смотрите, видно, нет? Critical обычный. Их очень много, они очень разные, но ну вот я выбрала Critical и давно ими пользуюсь. Когда столько шнуров, я путаюсь. Смотрите, если прогнать вот такую машинку через вот этот самый Critical, вот видно его, где он там у меня? Боже, такая задержка, когда я не очень понимаю, как оно там выглядит. Ладно, я думаю, там его было видно. Да. И она начинает работать, когда она работает от своего родного, не знаю, звук слышно, от своего родного блока питания она... Дай мне еще пигмент. Все, нашла. Она настолько быстра, что она оставляет прям четко линии, даже если махать рукой прям очень быстро. То есть, ну, действительно можно испортить, и если вести прям очень-очень медленно на высокой скорости, то можно, как в микроблейдинге, кожу разрезать, она прям вот так распадается, поэтому надо очень осторожно работать такими машинками. И я сейчас покажу, как она штрихует на своих родных высоких скоростях. Так, где лучше будет видно? Вот здесь. То есть, если махать очень быстро, то получатся те самые точки, которыми мы в принципе должны работать. Но действительно надо махать прям быстро-быстро-быстро рукой, и от этого устают пальцы. И все равно, посмотрите, если присмотреться, то иногда, когда рука там чуть-чуть медленнее стала работать, чем надо, у меня остаются полоски. То есть это плохо, если вы делаете растушевку. Конечно, это прям очень плохо. И вот смотрите, если ее скорость опустить, прям вот было у меня на 9, и стала на 5,5, она начинает работать точками. Смотрите, видите, я рукой двигаю не быстро. Я думаю, там все видно должно быть, особенно если вы смотрите с компьютера. Я рукой двигаю не быстро, но работаю точками. То есть вот таким способом, если уменьшить скорость на машинке, можно в принципе не портить. Уже гораздо с меньшей вероятностью вы, допустим, напятните, поставите полоски. Но все равно, допустим, вот этой машинкой я люблю работать на высоких скоростях на волосках и избегаю работать ей на зонах таких как, допустим, тени или брови растушевка, потому что от нее просто устает рука. Но если вы привыкли работать именно быстро, то, в принципе, ею можно отлично работать. Вот эта машинка, она очень слабенькая сама по себе. У меня мастера ею работают на также минимальных скоростях. Сделано это для того, чтобы, ну, я такое правило ввела, для того, чтобы также они не портили, то есть они чтобы работали точками. Я вот всегда учу своих студентов. Смотрите, если работать точками, я могу и влиться, и вылиться с любой стороны, и снизу, и сверху, и это все будет без стыков. Но даже на маленькой скорости этой машинкой все равно, посмотрите, как мои пальцы быстро работают, нужно махать довольно быстро, и может рука устать. Но для тех мастеров, которые привыкли и любят работать быстро, и обычно это опытные мастера, это вполне нормально, процедура длится быстрее, и все всем нравится. Есть еще вот такая машинка. Я, кстати, по-моему, скакнула. Напишите, а я здесь чата не увижу, да? Напишите мне, пожалуйста,
Пишите, вернее, уже, если есть вопросы, потому что я такая, я скачу, я с темы на тему скачу, стараюсь как можно быстрее рассказать. Мне надо, наверное, писать план и его придерживаться все время. Всем привет, кто только что присоединился. Я говорила о лайнерах и шейдерах. То есть в принципе, мы на всех зонах работаем в растушевке практически. То есть если это губы, то это, естественно, растушевка, и надо работать точками, сериями точек, когда вы можете с любой стороны присоединить свой следующий блок. Если это тени, то это вообще прям нежнейшие какие-то должны быть тоже точки, без абсолютно стыков, пятен и тем более полосок, это понятно, да. Ну и брови, растушевка, я думаю, что, наверное, напишите, кстати, мне, пожалуйста, кто вообще делает, допустим, волоски. Кто-нибудь делает? Кто-нибудь их любит? Потому что я-то люблю. И какими аппаратами вы работаете, в принципе? Мне будет очень интересно. А вот эта машинка, смотрите, я вам сейчас ее покажу. Это машинка, которая, в принципе, может все. Сейчас я ее тут положу, посмотрите. Это аналог Шайена. Шайен – это татуировочный аппарат. Так как я не приверженец очень дорогих машинок, я пробовала работать всякими, и очень дорогие машинки работают не лучше, чем не очень дорогие. Вот. И вот эти вот аппараты, которые я показываю, они в такой ценовой категории, который, в принципе, может себе любой мастер позволить, даже начинающий. Просто вот этот вопрос, на какой вы скорости, какая скорость на блоке, который постоянно во всех трансляциях задается, я сейчас вот как раз о нем и рассказываю. Это для тех, кто присоединились. Вот эта машинка полежала уже, она тоже модульная. И почему она нравится мне? Просто там темно, да, было? Да. Сейчас я вставлю шнур. Почему она нравится мне? Потому что у нее есть два плюса, на мой взгляд, очень важных. Во-первых, она работает на большом вылете. Если видно, сейчас я покажу. Наверное, может быть, не будет фокуса, я сейчас посмотрю. Посмотрите, какой вылет, то есть 2,5-3 миллиметра примерно. Будет фокус на таком расстоянии, если я показываю? Или надо... Чуть-чуть. Нет, а ты можешь, знаешь, что сделать? Вот так сделать, смотри. Оп. О, класс. Фокуса нету. Нифига, я там что-то показываю. Мутно все. Короче, поверьте мне на слово. Вылет здесь примерно 2,5 как минимум миллиметра. И я очень люблю смотреть на иглу, когда я работаю, чтобы точно знать, где я прикоснусь к коже. Она работает вообще просто россыпью точек. Посмотрите, я создаю движение такое простое, и точки немножко, конечно, другие. У ХСФ, у XCF, простите, точки очень мелкие, и она прям полосит. Вот прям видно эти полосочки, хоть я и двигала рукой быстро. А вот на этой машинке можно скорость уменьшить. Вот прям, смотрите, я как провожу. Моя скорость руки движения прям очень небольшая, но остаются вот просто это россыпь точек. И опять я могу и присоединиться сверху, и присоединиться снизу, и подойти сбоку. То есть в любую сторону продолжить работу, что очень важно на многих зонах, когда мастер соединяет блоки. И тоже, если там видно, ну она прям оставляет точки, несмотря на эту очень невысокую скорость. Почему я так долго говорю про эти невысокие скорости машинок, на которых я вот сейчас показывала штрихи? Потому что от скорости движения руки зависит очень много ваших ошибок, которые вы совершаете. То есть я наблюдаю постоянно, что мастер начинает махать, тоже я сейчас буду, наверное, это показывать, увеличу скорость. То есть если прям очень сделать большую скорость, мастер начинает махать рукой, вот ему надо начать, допустим, вот от этой линии, и он начинает махать, и когда присоединяется к коже, он уже отошел от линии ему нужной и ушел, удалился, проштриховал вроде бы блок, второй блок тоже так же, и таким образом теряется форма, теряется эскиз. То есть, почему почти всегда мастера стирают и садятся снова подрисовывать, потому что они отступили от контура и не дошли до внешнего контура.
И машинками на высоких скоростях, когда они это делают, они начинают махать очень быстро, и часто бывает просто не видно, либо грязь легла какая-то. То есть вот эти ошибки совершаются такие достаточно нелепые, но очень сильно мешающие работе. То есть этим аппаратом можно работать как на высоких скоростях, так и на низких. Но если работать им на низкой скорости, то смотрите, можно... Блин, там нету карандашика нигде, не завалялся. Вон лежит, дай, пожалуйста. Спасибо. Смотрите, если работать на низкой скорости, то, допустим, вот моя бровь, начинается она. Мастер может даже делать вот такое движение, смотрите, прям вот так. Длинное, уверенное, и он будет совершенно точно знать, что он на одной глубине и совершает то самое важное для всех гладящее движение. Дело в том, что вот на этой машинке, несмотря на то, что я сильно уменьшила скорость, не меняется сила удара. То есть она сильная достаточно, потому что это татуировочное оборудование на деле, и сюда вставляются модули с большим количеством игл. То есть она сильная, она может работать нормально даже на низких скоростях. Если я сделаю это вот с этой машинкой, допустим, или даже вот с этой машинкой, которые созданы как бы для только перманентного макияжа, то у них, я замечала, и может быть вы замечали, те, кто на латексе тренируется, если ее сильно замедлить через блок, то получаются такие как бы такие зацепки, такие, как будто точка, а от нее еще полосочка. Если, может быть, кто-то замечал, такое иногда случается, когда машинка замедленным блоком, какое слово дурацкое. Короче, когда вы замедлили машинку блоком, и вместе с падением мощности, который блок питания через себя пропускает, у нее уменьшается еще и сила удара. То есть вот эта вот сила, с какой игла входит в кожу. И она, получается, как бы кожу не протыкает, либо протыкает неравномерно, то есть нету вот этой стабильности нам нужной. И таким образом вы как бы не сделаете прям сильно качественный рисунок. Поэтому почти на всех машинках обычных вот для перманентного макияжа, многих, на которых я пробовала, при уменьшении мощности и замедлении руки и движения вот падает вот эта сила удара, и качественной работы не получается. Поэтому все вынуждены махать быстро, устает рука и совершаются некоторые ошибки. Конечно, можно научиться. То есть я могу научить работать, в принципе, на любой машинке и подстроиться под любую, потому что ко мне приезжают студенты из разных стран, и они привозят свои аппараты. Я уже на каких только не пробовала. Бывают прям очень прикольные, бывают прям невозможные, на которых работать просто мука муковая. Но мы работаем, потому что они планируют на них работать дома. Вот. А вот этот аппарат мне понравился именно тем, что если сильно замедлиться и вот это вот движение совершать такое безопасное, то есть вы когда вот такое гладящее движение совершаете, вы с меньшей вероятностью уйдете глубоко. То есть вы можете вот пройти уже вот так на одной глубине, прям четко это все контролировать движение. Конечно, вот такое движение длинное, оно не всем доступно, но можно чуть покороче сделать, можно отрегулировать скорость удобную для вашей руки, потому что не всем удобно прям очень медленно работать. И вот примерно с такой скоростью тоже работать. Она протыкает кожу очень хорошо, и у вас как бы все под контролем остается. Есть, конечно, некоторые аппараты, которыми можно работать и на невысоких скоростях, но основное количество, конечно, вместе с потерей мощности теряют вот эту силу удара. Я не говорю, конечно, про какие-то индукционные аппараты, там вообще другой принцип работы. Я не работаю индукциями. Вот. Я достаточно сумбурно рассказала. Я сейчас, конечно, прочитаю, еще поотвечаю на ваши вопросы с удовольствием. Пишут, что за машинка. Вот эта машинка, это аналог Шаена, Шаен Пен просто. Он прям четко похож, и модули у него тоже шаеновские. Модулей много разных. Можно к ней подсоединять переходник Юлии Константиновой, чтобы работать текстурированными иглами. Я так очень сильно люблю текстурированные иглы, что иногда, может быть, даже буду пользоваться. Может быть и нет. Видно нормально там, да? Так, что мне сделать, вот, чтобы назад пролистать? Просто листаю, да?
Так, я сейчас почитаю ваши вопросы и на них поотвечаю. Я очень рада, что пришло столько людей смотреть на меня. Модель машинки это E и Z, то есть EZ, но их много. И именно вот это EZ. А есть еще сам настоящий Шайен, он работает, я подозреваю, еще лучше, но может быть он будет кому-то не по карману, там стоит в районе 50, по-моему, тысяч. Модули подходят, в принципе, туда и туда одинаковые. Этой машинкой можно как рисовать волоски, то есть на блоке питания вы выставляете настройки для, ну они такие, она более быстро работает, лайнера настройки, либо шейдера настройки, чтобы работать в растушевке. Но, повторюсь, на ручках, на всевозможных, эти настройки хоть и есть, но они такие относительные. Я, честно говоря, не наблюдала ни разу на дорогих машинках типа Биотека или NPM вот этого изменения. Прям она визжит, орет, но прям идеальную линию не оставляет. Вот, поэтому я все еще пользуюсь вот этой машинкой для волосков, потому что пока что я не нашла ничего, что оставляет волоски по качеству лучше, чем она. Они очень тонкие и очень такие четкие границы имеют. Потому что, может быть, вы, кстати, тоже замечали, что те машинки, которые настроены на растушевку, допустим, Биотек это чисто шейдер вообще, я не знаю, именно надо с ума сойти, чтобы рисовать на нем волоски идеальные, потому что мне кажется, что у него, если присмотреться, у него игла вот так бьет во все стороны, как бы не четко в одну линию. А вот XCF, допустим, машинка, она, конечно, прям идеальные линии рисует. Что ты делаешь? Все нормально? Мне надо вопросы читать. Спасибо. Так. Приобрести такой я вам пока не скажу. Блоки питания можно подсоединять вообще ко всем машинкам, вообще к любым, и к Биотеку, и к NPM. Вот эти все их громоздкие блоки питания, которые как бы регулируют. Я хотела привести сегодня сюда Биотек, NPM, но мне не получилось, я не заехала на работу. Они не нужны, получается, потому что вот эта вот штучка очень удобная, вот такая малюсенькая. И даже есть еще меньшего размера блоки питания, прям вот такие малюсенькие. И они отлично регулируют, в принципе, все машинки, любые. Если у вас поломался блок питания от какой-нибудь дорогой машинки, вам только просто нужно шнуры подобрать, потому что, вот смотрите, сейчас покажу. Так, это не он. Шнуры тоже может быть важная часть для новичков. Смотрите, вот эти шнуры я покупала в магазине этих музыкальных товаров. Как они называются? Джек, и он должен быть с двумя вот этими полосочками. Когда с одной, он что-то как-то не срабатывает. А вот эта штука, это переходник. Видно? Ой, я не туда залезла, что же я? Все, да, я туплю. Вот эта штука это переходник, то есть вот она вставляется в любую машинку, а другая ее часть вставляется в блок питания. Все просто, все прям очень просто. Я такая, я как Робин Гуд, не даю дорогим машинкам продаваться. Так, дальше вопросы читаю. Тату-пеном можно делать вообще любые процедуры. Вот в тему вообще в принципе о скоростях машинок. Универсальной скорости не существует. Знаете, как я постоянно ее регулирую, плюс-минус. Если вам попадается, допустим, нежная тонкая кожа, и у вас машинка на очень высокой скорости, она ее просто порвет и как бы не оставит пигмента, вы травмируете кожу, все покраснеет, будет плохо там виден пигмент и заживет также плохо, потому что вы просто ее перетравмируете, и она, заживая, все из себя выкинет. Это в лучшем случае. Вы еще можете заглубиться, потому что на высоких скоростях работая, вы разрушаете кожу, уходите вглубь, хотя ощущения в пальцах испытываете те же самые. Поэтому на такой коже я бы вам рекомендовала уменьшить скорость машинки. То есть вы просто берете машинку, включаете на блоке питания какую-нибудь скорость, допустим, 6, и начинаете работать. То есть вы находите для себя удобное движение руки. Не обязательно работать машинкой, которая очень быстро и вот так махать, так что прям судорога в пальцах. Нет, вы можете для себя комфортное найти движение. И вы должны видеть после себя на латексе серии точек, а не полоски. Это в случае, если вы красите
красите, допустим, брови или веки, тени или губы. Если вы собираетесь делать стрелку, то вот таким движением с серией точек вы ее никогда не прокрасите, потому что вам нужен плотный прокрас и четкие границы. То есть стрелка, по сути, особенно вот ее, именно те, которые хотят некоторые клиенты, графичные такие, с тоненьким кончиком и четкими границами, это, конечно, только для лайнера машинки, то есть для машинки, которая работает на высоких скоростях и оставляет за собой такую идеальную линию. А если вы хотите сделать теневую стрелку, то тогда можно такой машинкой работать. Серия точек — это когда, смотрите, вот за мной остается, не знаю, видно ли достаточно на мониторе, когда за мной остаются вот точки. Вот они просто непонятно откуда. Если я нарисую квадратик из точек, то не будет понятно, в принципе, с какой стороны я его рисовал. Я учу своих студентов, да, именно так, работать с сериями точек. Как бы это получается такая полосочка, состоящая, я не знаю, посчитать я не смогу, сколько там точек, из серии точек. У меня есть такая особенность, я начинаю рассказывать, отвлекаюсь и ухожу куда-то в дебри. Так, машинку для начинающих. Машинку для начинающих я посоветую какую-нибудь самую недорогую, более того, чтобы их было несколько у вас, чтобы они ломались или вы там не подходили вам, вы выбирали другие, без сложных настроек каких-то прям колоссальных. Еще раз повторюсь, если вы идете учиться к мастеру, который работает очень быстро, он привык вот так быстро махать, порхать пальцами, то он будет вас учить своему стилю работы. И, скорее всего, вы будете на его оборудовании учиться и также пытаться работать дома. Но я обычно своих новичков и тех, кто у меня работает, я стараюсь учить работать на невысоких скоростях, чтобы вот это движение руки, оно было максимально контролируемым. Поэтому не покупайте тогда, наверное, быстрые машинки, но на цену ориентируйтесь. Ну, блин, сейчас такое огромное количество машинок, вы можете выбрать, мне кажется, там, не знаю, от 3500 до 150 до 200. То есть сколько у вас есть денег, такие машинки покупайте. Что я могу сказать? Вот, отлично, Наргиз, я поняла, вы учились, самоучка. Так, ну-ка расскажите мне поподробнее, Наргиз Серикбаева. Вы учились вообще только самоучка, прям только по моему каналу, потому что мы сейчас запускаем курс «Дистанционный мастер», и меня критикуют, мне говорят, что это невозможно. То есть это невозможно просто смотря YouTube научиться. А я считаю, что это возможно, потому что я сейчас запишу такой курс, вернее, я его уже записываю, на котором все будет, начиная от рисования карандашом, потом плавно переходите на машинки, потом будет все там о колористике, все о типах кожи, о типах лиц, об эскизах, о том, как это все делается, о том, как натянуть кожу прям подробно. Там, не знаю, даже как услышать вот это вот ощущение, постараюсь передать. И я к тому, что это будет такой курс, который обучит вас лучше, чем, 99, наверное, процентов мастеров, которые по 2 дня что-то умничают, ходят на красных каблуках с красными губами, не с каплями пота, как положено, когда модели, а просто там теории учат. Поэтому я уверена, что этот курс сработает. Даже я, кстати, не первый раз слышу, мне пишут о том, что просто смотря мой YouTube канал научились очень многому. Спасибо за эту обратную связь. И я думаю, да, что вполне возможно мой YouTube канал обучает лучше, чем многие учителя. Так, Наргиз, вы молодец. Для начинающих машинку. Насчет пигментов, вот опять вопрос, тоже это очень частый вопрос, какими пигментами лучше начинать работать. Есть перманентные пигменты, есть татуировочные пигменты. Я, кстати, не в фокусе, смотри, вот здесь я не в фокусе. Нормально все? И у перманентных пигментов единственный плюс – это то, что в них много разбавителя уже, загустителя для вот этой вот густоты, когда он как сметана густой. И опасности меньше напятнить, потому что когда заживает то, что вы сделали, уходит процентов 50, а то и 70. И, соответственно, ваши ошибки тоже на 50-70% такие делятся. Поэтому, может быть, для новичков неплохо, если вы никогда не работали на татуировочных концентрированных пигментах,
работать перманентными. Какими, не посоветую. У меня была в фаворитах Аква, но последнее время многие хорошие мастера, я уже ей давно не работаю сама, сказали, что она краснеет через год-полтора, прям малиновые, оранжевые брови, блин. Ну вот очередной пигмент, который краснеет, а я не люблю такие пигменты. Поэтому не спрашивайте меня, какие перманентные пигменты использовать. Просто единственный плюс, который я вижу в них, это то, что ими можно работать новичкам и совершать ошибки. Вот. А если вы учились на концентрированных пигментах, кроющих, то вы, конечно, должны научиться класть идеально на правильную глубину, чтобы не заглубиться, чтобы остаток был вот как нарисовали и заживает с минимальной потерей цвета. И, соответственно, если вы оставили много ошибок, то они все останутся с вашим клиентом надолго. То есть, если вы собираетесь работать татуировочными концентрированными, то просто больше разбавляйте и старайтесь на первых процедурах не прокрашивать очень плотно, иначе есть риск, что вам клиент скажет: убери ко мне часть, а вы не сможете. Так, Color, так, волоски. Да. Ну, смотрите, волоски, как и вообще, в принципе, любая работа на коже, кожа это не сухая бумажка, это орган живой, в котором идут процессы, и мы, боже мой, вертикальные лужи или огурцы там ходячие, не знаю, как назвать, да, что мы состоим из воды. Поэтому, не полностью из воды, конечно, много воды у нас содержится, жидкости. И поэтому ждать, что волосок идеально положенный заживет так же идеально и там 1,5 года будет таким же идеальным выглядеть, ну, конечно, нет. А может быть, уже камеру на меня направить? Нет? Ну ладно, не надо. Вот, волоски меняют свою структуру спустя где-то год-полтора. Они, конечно, подплывают, немножко расплываются, у них пропадают их кончики воздушные, но тогда как раз время приходит обновление, поэтому не надо бояться волосков. Это очень классная техника, особенно когда нету своей растительности. Модулями можно делать, в принципе, любыми. Я люблю единицы, потому что единицы, они самые виртуозные работы можно делать единицами. Самые идеальные кончики у бровей. Если вам нужна четкая граница, или волосок, или идеальная стрелочка, это все единицы. Работают мастера единицами, опытные, очень быстро. И я не вижу смысла на лице работать пучками, потому что, в принципе, я считаю, что все пучки созданы для того, чтобы прокрашивать большие участки кожи. Так как на лице мы работаем на маленьких участках, не вижу смысла и работаю уже много лет единицей. 1 РЛ, да. Ну, я знаю многих мастеров, которые работают пучками и отличные работы делают, поэтому нету правил. Как я говорю своим студентам все время, и постоянно правил нету. И более того, я полгода назад могу говорить одно, а сегодня что-то придумать другое и совершенно изменить все. Все в обучении, все в работе мастеров. У меня никогда не стоит на месте все, поэтому я всем говорю, правил нет. Мы все время что-то пробуем, что-то меняем, чтобы был остаток лучше, заживало быстрее, обучались люди лучше. У меня сейчас будет очень классное изображение, да? Так. Так, а что у меня не двигается? Все. Спасибо за обратную связь. У меня куда-то скакнуло все. Боже, меня будет слишком хорошо видно. Так. Все скакнуло. Спасибо тем, кто пишет, что научились у меня. Это круто. Запись этого видео. Дима, будет запись видео? Запись видео будет. Она будет, скорее всего, на нашем YouTube-канале также точно. Вот это как сильно у меня. Почему так перескочило все? Сушую кожу пальцами. Вот это вроде видно. Ой, я не продаю аппараты. Если я начну какие-то продавать, то я дам об этом анонс, пока я тестирую всякие всевозможные, которые ускорят мне обучение, упростят работу. И я еще не определилась, если честно. Это аналог Шаена. Этот аппарат – это аналог Шаена. К
самодельным аппаратам, как я отношусь. Вы знаете, вот на последний курс ко мне приезжала мастер Любовь из Финляндии. Шикарный мастер, Люба, если ты меня смотришь, ты классный мастер. И она привезла с собой машинку, опять я забыла, как она называется. Вот она была такая татуировочная, с переходником, мы работали текстурированными иглами. У нее, конечно, была вот эта вот жопка, как я ее называю. Мне немножко непривычно и неудобно в руке, но она красила отлично, идеально, ну, очень классно. Поэтому я спокойно, нормально отношусь к самодельным машинкам. Единственное, у них много деталей, которые как бы сложно замотать, но надо в барьерную защиту прям вот это все заматывать. И они довольно шумные некоторые, если это такие прям роторные машинки, как татуировочные. Вот прям такие квадратненькие, куда вставляется еще переходник. И я не очень люблю, она перевешивает. Я люблю машинки, которые вот как ручка. То есть если вот это мне нравится, то тоже в том числе, потому что она очень удобная в руке. За счет вот этого объема. Вот я люблю XCF машинку прям трепетно за ее вот эти линии идеальные, но я не очень люблю ее вот за эту тонкость. Я ненавидела Биотек, потому что он как, блин, как карандаш, и у меня от него очень сильно уставала рука, потому что на волосках, допустим, надо держать плотно, да и на растушевке его держать было неудобно. А вот эта толщина вот машинки, она прям какая-то идеальная для руки, честно говоря. Вот прям очень мне нравится. Вот такие пироги. На какой скорости работать на Геансане на блоке? Может быть, Зифа Измаилова, вы пропустили часть трансляции? Вы выставьте скорость какую-нибудь среднюю, допустим, там, не знаю, 6 на блоке, включите Геансан и слушайте, чувствуйте и смотрите, что он оставляет за собой. Если это линия, ну это, естественно, на скорости 6 это не будет линия, скорее всего, для него это будет слабенько. То есть он из тех машинок, вот посмотрите, за счет чего вот эта машинка, да, я вижу, за счет чего вот эта машинка может выдавать стабильную силу удара, несмотря на понижение мощности. За счет того, что у нее мотор, он больше, он спрятан в корпус, и он больше. Именно поэтому корпус такой большой. Вот в этих машинках мотор там вот такой малюсенький, и он, я не техник, я не могу сказать это техническим языком правильным, но они просто погибают от пониженной мощности. То есть они начинают рисовать точками, но у них нет силы проткнуть кожу. И на некоторых кожах, конечно, они могут работать, но если кожа толстая, то у него не будет сил проткнуть, и как бы у вас работа хорошая не получится, и уж тем более она не получится у вас быстро. Поэтому, вот, допустим, либо работать на больших скоростях, когда они протыкают, и махать быстро рукой. Я люблю работать быстро, для меня это легко. И опытные мастера, допустим, у меня в сети работают быстро и прям вот привыкли. Им сейчас сложно замедлиться. А для новичков, конечно, невысокие скорости и неизмененная сила удара – это клево, это круто. Я мутная. Нет? Нормально? Ладно, нормалек. Так. Дайте мне обратную связь, слышно, не слышно, потому что кто-то пишет, что плохо слышно, трещит, ладно, все нормально, да? Вы знаете, я не пробовала родные модули, вот тут пишут, EZ модули критикуют многие, говорят, что они так себе работают, я их даже не пробовала, я работаю либо на шаеновских, либо на квадронах, да. Они, кстати, хорошие. И мне очень нравится, что вылет большой, что на большом вылете. Знаете, когда-то, сейчас отвлекусь, когда-то я была на мастер-классе это был не мастер-класс. Это мы, вот знаете, Виталий Охотенко, может быть, кто-то знает, Лига перманентного макияжа, что такое. Они пытаются сделать перманентный макияж бытовой услугой, что, в общем-то, очень правильно, и действия они совершают правильные, но как бы у меня с ними не сложились отношения. И я запомнила, как он сказал, что смотреть там не на что, то есть вы должны работать на ощупь.
Я своих мастеров тоже учу работать на ощупь, то есть вот на ощущениях ориентироваться. То есть если это растушевка, то смотреть там реально не на что. Когда мастера сидят, всматриваются прям низко-низко, там у них шея болит, спина болит, это неправильно, должны смотреть пальцами, я всех учу. Но если я делаю волоски или если я делаю какой-то идеальный кончик стрелки, я люблю смотреть, насколько игла вошла в кожу. Я хочу это контролировать, и я должна видеть, где игла прикоснулась, поэтому я часто смотрю вот так немножко сбоку. И это делается на высоких скоростях, и как бы любое прикосновение не в том месте, оно уже, ты бах и след оставил, это неправильно. Поэтому я люблю работать на машинках, которые могут работать на большом вылете иглы, то есть ну, там, от 2 миллиметров, это вообще класс, огонь. Так, блок питания у меня называется Critical. Какой? Что, меня плохо слышно? Да? Так, я уже говорила про новичков. Смена микрофона. Сейчас как меня слышно? Хорошо? Я сменила. Так, Амея. Я не работала Амеей, но я видела, как мастера на ней работают. Работы были неплохие, но про Амею я ничего не скажу, тонкости не скажу. Я думаю, что чаще всего такие вопросы задают новички. Дело чаще всего не в машинке, а в правильности движения руки, в силе нажима, в скорости движения. Все нормально? Народ, дайте мне обратную связь. Мне кажется, что у меня нет звука. Или это не так? Все нормально, Юр? Что мне делать это? Так. Тут набежало так много вопросов, но слышно эхо. Отлично. Ну, все пишут нормально, слышно. Нормально? Все хорошо? Все, ладно. Так. Пьюба немецкая. Я больше не тестирую дорогие машинки. Я разочаровалась, я пробовала многие. Ко мне все еще приезжают студенты с дорогими. Ко мне приезжали с Пьюба. И как бы, знаете, хуже я не видела машинки, честно. Это был еще и представитель Пьюба, поэтому это был оригинал. Но мне она прям очень не понравилась. Там она не оставляла след, у нее какие-то отвратительные были модули. Не знаю, это было... Что это было, но действительно хуже не было. Как стерилизовать переходники? Вообще в России химическая стерилизация разрешена. То есть есть несколько растворов, их 3. Там разная концентрация. И получается, что вы сначала замачиваете в один высококонцентрированный, потом в другой, потом в третий, и любая вещь стерилизуется, но в переходнике есть такая очень тоненькая трубочка, не знаю, если туда пигмент попадет, ее надо менять, то есть и его просто физически оттуда сложно достать. Но я уже давно, честно говоря, не работала переходниками. Они есть запасные, и в сухожар их тоже можно. Главное, чтобы там не было пластиковых деталей, потому что один из первых модулей у меня был с пластиковой деталькой внутри, ее нельзя было стерилизовать. А все остальные уже давным-давно она делает с полностью металлическими, и, насколько я знаю, их можно в сухожаре вообще спокойно, отлично стерилизовать, вообще совсем без проблем. Цена у этого аналога Шайена и у подобных ему машинок вот там, не знаю, 15-20, смотря какой вы сайт найдете. Так. СВОШ, точно, ко мне приезжал СВОШ. Дистанционные курсы мы с вами пишем. Я работаю на любых аппаратах, но вот в основном сейчас вот на этом. Китайские модули, мне кажется, не имеют права на жизнь, если честно. Вернее, имеют, но у вас должен быть их большой запас, чтобы вы могли вот в процедуре прям один снял, выкинул, потому что у них часто трескается пластик, он такой по качеству не очень хороший. Но работать ими можно, как и вообще многими вещами, которые сделаны в Китае, потому что сейчас все сделано в Китае. Просто выбирайте, наверное, чуть-чуть, может, подороже, чуть выше, чем средняя цена, чтобы была.
Все, класс. Спасибо за комплименты. Да, я согласна, дистанционно можно обучиться. Скажите мне по поводу скорости. Я понятно объяснила всем. То есть я никогда, у меня есть правило, я никогда не говорю ничего, знаете, как точного. То есть так, берешь вот эту машинку и работаешь ей на такой-то скорости. Это неправильно, потому что это сработает на одной коже и не сработает совершенно на другой коже. Поэтому я говорю, берете машинку, включаете ее даже на минимальной скорости вообще и начинаете работать, постепенно увеличивая. Когда вашей руке удобно, когда остается классный след на коже или на латексе, смотря на чем вы делаете, когда кожа не разрушена, а от любого самого легкого прикосновения у вас остается хорошо видный след, значит эта скорость подходит этой коже, этому аппарату и вот там этой зоне. Вот пробуйте, не закрывайтесь вот эти вот четкие какие-то правила, когда вам сказали работать на там пятерке, и вы работаете всегда на пятерке, страдаете, у вас не получается. Он у меня там. Что такое с нашим микрофоном? Поэтому да, я всегда оперирую, знаете, как мои ответы такие вариативные, то есть я говорю, вы можете начать работать на сухой коже, на тоненькой, у которой тонкий слой эпидермиса, на скорости минимальной, на очень легком прикосновении, чтобы понять, какой нажим. Потом вы можете прямо в процессе работы чуть-чуть увеличивать до тех пор, пока вы видите, что она прям все лучше красит. И я вам гарантирую, вы можете попробовать на какой-нибудь коже в момент увеличивать до тех пор, пока вы не увидите, что вы просто разрушаете кожу, и вроде бы нажим тот же самый, но кожа краснеет и не оставляет пигмента, машинка. И все, значит, это слишком высокая скорость. Если эта кожа толстая, то там, естественно, должна быть чуть большая мощность, более, может быть, даже быстрое движение рукой, потому что... нет, сейчас мне нужен монитор. Да, хорошо, ладно. Не отвлекает техническая часть, она что-то сегодня сумасшедшая какая-то. Если толстая кожа, скорость движения руки, она, в принципе, я сейчас перефразирую, остается привычной для вас, просто меняется либо нажим, либо угол по отношению к коже, потому что я не всегда работаю прям абсолютно вертикально. Более того, я часто работаю не вертикально на многих зонах, и это неудобно, прям вот такое абсолютно, когда вертикаль. У вас рука устает немного под углом, и когда на растушевке под углом входит в кожу игла, она оставляет там больше пигмента и более такой расплывчатый след. Поэтому я, опять-таки, нет правил. Вроде как мы держим перпендикулярно по отношению к коже, но идеально это сделать невозможно, но максимально вертикально на точных, на линейных каких-то зонах, то есть на кончике стрелки, опять на волоске. Если вы начинаете где-то у контура, чтобы не промахнуться, чтобы быть точно уверенным, что вы в коже находитесь. Вот. Ну что? Ответила на вопрос. Марки машинок. Ну, Биотек это такой прям откровенный шейдер. На нем многие такие криворукие мастера, которые продвигали Биотек многие годы и были такими типа супер-пупер учителями, учили барашками работать. То есть на Биотеке теоретически можно работать барашками, звездочками и кружочками. Поэтому Биотек это шейдер. Хотя если увеличить скорость на нем, то можно делать и линейные работы тоже. XCF это лайнер. И, естественно, в татуировочных машинках прям есть аппараты, которые делятся на лайнеры и шейдеры. И есть универсальные, вот типа Шайена того же самого, на котором вы просто на блоке питания выставляете настройки для лайнера, для линейных работ, либо для растушевочных работ. Пока еще насчет цены за дистанционный курс, Юлия, я вам не скажу, потому что мы его еще даже не полностью записали. Естественно, мы полностью анонсируем, все расскажем, и когда будет, я думаю, что может быть месяцок.
Класс, что все у меня учатся. Спасибо, что вы у меня учитесь. Хотела идти на повышение, переучиться на аппарат. Сейчас по ручной технике работаю. Вы знаете, вот этот курс, который он называется «Дистанционный мастер». Все о нем вы сможете узнать на нашем сайте по обучению, и в описании к этому видео, более того, будут ссылки на все наши сайты, где все обучение, все анонсы о предстоящих обучениях и курсах тоже будут. Он создан будет именно для того, чтобы без отрыва от текущей своей работы, чем бы вы ни занимались, вы могли пройти его и либо очень сильно изменить свою технику, узнать много всяких фишечек, либо вообще освоить новую профессию. Я не говорю вам, что не надо ездить учиться полностью, потому что живое общение, конечно, не передаст, просто картинка в мониторе, она, возможно, не даст всего абсолютно, но я уверена, что этот курс даст вам больше, чем, 90% обучающих мастеров нынче. Так, класс. Вот мне тут много пишут людей. Спасибо вам за обратную связь, что дистанционно обучиться можно. Мне знаете, как кажется, что есть люди, которые не смогут обучиться дистанционно. Более того, о них могу сломать зубы даже я, если они приедут ко мне учиться очно. Потому что редко, но бывают студенты, которым мы не даем диплом после окончания курса, сертификат вернее, о том, что курс пройден и пройден успешно. Либо даем не на все зоны, потому что человек не освоил. И, возможно, некоторым не судьба работать в этой профессии, но попробовать, я считаю, должен любой, потому что есть мастера, которые учатся с разной скоростью. Есть мастера, которые могут годами учиться и так и прийти к какому-то классному результату. А есть мастера, которые вот так схватывают на лету, потому что все мы в той или иной степени талантливы в каких-то своих разных талантах. Так, спасибо за комплименты. Пигменты мы продаем. Вы можете их заказать. В принципе, теперь в последнее время настолько много продается пигментов татуировочных, что я уже не вижу смысла. То есть раньше я их не продавала, потому что я просто боялась, что люди, которые работали татуажными, перманентными пигментами, взяв вот эти концентрированные пигменты, в которых очень много красящего вещества, они просто начинают делать эти четкие ужасные границы, пятнить, заглубляться. И это опасно было для клиентов, мастера не были бы довольны. Но если вы прошли обучение, может быть, в вот этих техниках таких легких, поверхностных, теневых, то вы вполне можете работать пигментами и нашими тоже. Модули либо Шаен, либо Квадрон нашими. Так, у меня... Я думаю, что сегодня у нас трансляция будет не прям такая длинная, как в прошлый раз, часовая. Так что я скоро уже буду заканчивать. Пишите мне скорее вопросы последние. Спасибо всем огромное за отзывы. Спасибо, что вы пришли посмотреть. Если вы заинтересовались обучением и какие-то есть у вас вопросы, вы можете писать во всех соцсетях. Вы можете перейти по ссылке вот к этому видео, и там будет наш сайт по обучению, позвонить на нашу горячую линию, написать мне в личку, написать мне во все трансляции, которые я веду. Кстати, завтра лечу в Москву и тоже буду выходить с трансляциями в течение дня, поэтому... И у нас там будет обучение по волоскам. Много расскажу тоже интересного. Слушайте, Манго Драйв. Живу в Калифорнии, сама из Краснодара, хочу к вам на курсы. Живу в Краснодаре, хочу к вам в Калифорнию. Все наоборот. Мы собираемся зимой. Сейчас просто столько дел навалилось. Мы собирались полететь зимой, как раз в декабре, посетить теплые части Америки. Я надеюсь, что получится вырваться. Очень хочу. Так, все, тут просто вопросов немерено насыпалось. Я на все ответить не смогу. Отвечаю на последние несколько и буду выключаться, потому что уже поздно. Хурикан блок или... Так, насчет блоков вы можете брать любой, потому что блок за 3000 и блок за 10 тысяч в перманентном макияже даст вам работать нормально. Единственное, есть блоки, которые вы настраиваете, крутя колесико.
А есть блоки, где вы кнопкой настраиваете, как бы, ну, прям вот сильной разницы я не видела. Ну, конечно, совсем дешевые китайские, они могут вам выдавать скачки какие-то, перепады, вот эти вот энергии, они не будут прям сильно качественные. Но хотя бы 1003-3,5 блок питания, если вы купите, будет хорошо, будет нормально. Поэтому Hurricane вполне можно. Машинка Соната. Это машинка Юлии Константиновой. Вы знаете, она мне ее прислала, я ею работала, и она очень классно красит. Она, кстати, универсальная, потому что я ей делала волоски, и они оставались идеально. И, естественно, я работала текстурированной иглой. Классная машинка, и я работала с эргономичным модулем. Вот такой кружочек, у меня сейчас с собой нету показать. Очень удобно держать в руке, когда работаешь. Прям классная штука. И растушевку мягкую она тоже делает отлично. И она как раз работает через блок питания, поэтому вы можете ее и разогнать, и замедлить, и подстроить под свое движение руки удобное. Поэтому машинка Соната прикольная штука. Советую. Так, посоветуйте принцип начала работы с моделями. Принцип начала работы с моделями. Ну, не очень понятен вопрос мне. То есть, если вы дистанционно обучитесь и хотите прям вот самостоятельно работать с моделями, в этом вопрос. Я все очень тщательно и подробно, начиная от подбора пигмента к коже, цветотипов, колористики, натяжения кожи на каждом сантиметре каждой зоны. Вот видео будет настолько подробным. То есть, после этого курса вы сможете работать на модели. Вот прям спокойно. Поэтому принцип работы с моделями, если мы об этом. Машинку Биотач я не трогала, не пробовала, то есть. Так, Бишоп тоже машинка клевая. В Питере мы обязательно будем, просто я не скажу когда. Мы, конечно, там откроемся. Слушай, как очень не могу двигать, Юр. Двумя пальцами. Я закругляюсь. Тут я, видимо, достаточно подробно ответила на вопрос по поводу скорости машинки, по поводу лайнеров, шейдеров, машинок универсальных, блоков питания. То есть я, как обычно, отвечаю много, пространно, но у вас остается возможность самим все попробовать и выяснить, на какой именно скорости именно вы будете работать. И опять я повторюсь, правил нет. Если вам говорят, смотрите, у меня скорость 8,9, и вы начинаете работать на этой скорости и разрушаете, убиваете просто кожу, ничего не остается, заглубляетесь, у вас кровища течет, вы такая сидите, думаете, боже, что мне делать? Я не люблю так, поэтому я даю варианты. То есть я вам говорю, начинайте с минимальной и постепенно поднимайте ее до тех пор, пока вашей руке не станет неудобно. То есть вот найдите на каждой коже свою скорость. Более того, на каждой коже вы будете ее регулировать в процессе. То есть вот эти машинки, они не дают возможности. Тут есть переключатель скоростей, но в любом случае вы должны махать быстро. Ну, работа быстрее получается. Но есть некоторые кожи, на которых прям очень сложно работать вот машинками, где нету вот этой плавной и большой регулировки скоростей. Поэтому пробуйте, покупайте. Надеюсь, я вам была полезна. Напишите мне, кстати, какие темы интересны для следующих вебинаров. Я буду выходить достаточно регулярно. И еще хотела спросить, я так подозреваю, что в 9 часов вечера это достаточно поздно, и многим людям завтра рано вставать. Да? Я думаю, если я буду проводить вебинары, примерно по субботам часов в 8. Нормально это будет? Напишите мне быстро плюсы, если это нормально. И всем спасибо, кто сегодня со мной был. Все вопросы, повторюсь, пишите в все наши соцсети, либо переходите по ссылке в описании к этому видео на наш сайт по обучению. И всем до встречи, до завтра уже. Наверное, буквально завтра в трансляцию обязательно выйду. Все, вырубай.